Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Наталья. И сегодня я хочу вам показать, какой подарок под елку я сделала из бельевой веревки. И, конечно же, вы узнаете елочку и подарки. Для сегодняшней работы мне понадобятся шпажки. И я вырезала отрезки 20 сантиметров. Это будет у меня стороны квадрата. Бельевая веревка, клей ПВА, блестки. Сегодня они у меня серебряные. И, конечно же, горячий клей. Край веревки немного намазываю клеем и подклеиваю к шпажке. Затем наношу клей на саму шпажку и начинаю прокручивать веревку. И таким образом прокручиваю до конца. Я дошла почти до конца, наношу клей на шпажку и продолжаю прокручивать. И полностью подклеиваю веревку. И лишнее обрезаю. Для одного квадрата нам понадобится 4 такие шпажки. А всего нам понадобится 24 штучки. Теперь склеиваем наш квадрат. Приклеиваем в таком порядке. Если вот эта шпажка с этой стороны, вот эта, упирается в крайнюю, то следующую она будет сверху. Вот она упирается здесь, значит, с другого края она будет сверху. Вот теперь она сверху. Квадрат склеивается только так, иначе у вас получатся разные стороны. Теперь она упирается в эту шпажку, значит, здесь она будет сверху. Даем клею хорошенечко закрепиться. Для этой работы можно использовать любые нитки. Смотрим, здесь она упирается, значит, здесь она будет сверху. Можно использовать шпагат, можно использовать вязальные нитки. Обычно остаются клубочки маленькие. Вот для такой работы они могут пригодиться. И у меня получился квадрат ровный. Теперь я беру снова веревку и подклеиваю на один угол. И теперь начинаю вот таким образом как бы обкручивать, обворачивать квадрат. Веревочку не натягиваем, чтобы квадрат не скосился. Вот когда первый круг, можно так сказать, я прошла, я подклеиваю уголочек, при этом слежу, чтобы ничего не покосилось. И теперь подклеиваю вот эти ниточки, тут веревку к краям, с одной стороны и с другой стороны. Даю клею закрепиться. И снова возвращаюсь абсолютно в любом порядке. И если мне нравится расположение веревки, я ее подклеиваю.
Здесь можно веревку в любое, как сказать, в любом направлении приклеивать. Ну, конечно, если вы не хотите определенные ромбики или квадратики или треугольники. И теперь в любом направлении вот меняю направление нити. И совершенно произвольно ее приклеиваю. При этом не натягиваю, чтобы квадрат не перекосило. И таким образом заполняем полностью весь квадрат. Хотите гуще, хотите реже, это уже зависит от вашего желания. И, конечно, фантазии. И заполняем весь квадрат. Ну вот мой квадрат почти заполнен. И теперь я подклеиваю последнюю веревочку, обрезаю и запрячу вот сюда. И вот что у меня получилось. Ну вот я свой квадрат положила на тарелочку. Вот мои остальные квадраты уже сушатся. И теперь я намажу клеем. Здесь у меня клей ПВА, разбавленный с водой 50 на 50. И также я буду использовать декупажный клей для блесточек. Извините, снимаю одной рукой, поэтому так получается. И вот беру свой клей и прямо вот так обильненько все это намазываю. Намазываю с двух сторон. Пропитываю полностью. И полностью весь квадрат с двух сторон. Со второй стороны тоже. Ну вот я пропитала полностью клеем ПВА. И теперь беру клей декупаж, прямо вот так кисточкой туда. И так же само лицевую сторону пропитываю клеем. На декупажный клей блесточки очень хорошо липнут. Вот таким образом все это промазываю. Некоторые делают сразу веревочку в клей намазывают, но потом все руки липкие и грязные. Я предпочитаю делать таким образом. Ну вот следующий этап. Теперь беру блестки. Под низом у меня журнал, чтобы потом можно было все блесточки сыпать обратно в баночку. И вот так обильненько все это посыпаю. С одной стороны и с другой стороны. И теперь оставляю до полного высыхания. Мое вчерашнее искусство высохло. Немного деформировались края, но это ничего страшного. И теперь я склею. Вот склею таким образом, сюда приклею и боковинку, и затем верх и низ. Так как мне не совсем удобно клеить перед камерой, то я объяснила, как это сделать. Я склею и вернусь к вам. Я склеила квадрат, вот он получился такой довольно упругий. И сейчас буду перевязывать его лентами. Буду использовать ленты 4 сантиметра и 2 сантиметра. Буду это делать точно так же, как сегодня я показывала вот этот маленький подарочек. Все вот эти стороны. Как удобно показать маленький и сделать большой. Я вернусь. Неудобно показывать вам, камеру не могу поднять выше, поэтому я ее сняла, чтобы показать.
Вот детали моего бантика уже собраны, но не склеены. У меня есть вот такие звездочки, и в произвольном порядке я их подклею на свой подарок. Также я хочу добавить веточки елки. Вот у меня есть такие серебряные листики и что-то из вчерашних игрушек. Вот у меня осталось. И все это я хочу склеить. И вернусь к вам. По краям квадрата я на декупажный клей посажу блестки. Извините, немного неудобно и снимать, и одновременно что-то делать. Но думаю, идея ясна. Блесточки по краям еще не просохли, но думаю, сейчас уже видно, что у меня получилось. Мой подарок под елку блестит и снаружи, и изнутри. И, конечно, рядом елочка и маленькие подарки. Надеюсь, вам мое видео сегодня понравилось и было полезным. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.